Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Как быстро восстановить ногти и сделать четкий квадрат без тонны лишнего материала и опила в этом видео. Поехали! Ну что, давайте посмотрим на ногти модели, которые сегодня предстоит преобразить. Что мы с вами видим? Отсутствующие боковые стенки, ноготь как будто бы заужен чересчур, перепилены нижние параллели, да и в целом покрытие какое-то неровное, и выполнял его вовсе не новичок, а мастер, который закончил обучение и работает с клиентами на постоянной основе. Как вы считаете, сколько может стоить такой маникюр? Напишите, пожалуйста, в комментариях цену, мне потом будет очень интересно посмотреть и узнать ваше мнение. А я вам открою занавесу тайны. За этот маникюр моя модель заплатила 2000 рублей. Это такая средняя цена, даже может быть слегка выше средней. Поэтому, если вы боитесь поднимать прайс, если вы боитесь сказать клиенту, что теперь стоимость вашей услуги на 200-300 рублей дороже, вспомните, пожалуйста, эти ногти. Я думаю, что многие мастера, которые делают гораздо лучше, у которых качество также лучше, но ценит свою услугу меньше. И когда модель озвучила данную стоимость, я говорю: слушай, ну мастер молодец, такая уверенная, за работу взять 2000 рублей, это немало. Это нужно обладать определенной уверенностью. Кстати, уже совсем скоро, 29 августа, я проведу открытый урок на тему того, как стать уверенным мастером с полной клиентской базой. Как выполнять маникюр качественно, без порезов, перетертостей и пропилов. Также на открытом уроке я дам возможность присоединиться к нашему легендарному онлайн-курсу «Топ-мастер» по самой лучшей выгодной цене. Поэтому ставьте напоминания, встречаемся 29 августа в 17:00 по московскому времени. Также включайте уведомления о публикациях, чтобы не пропустить. А мы с вами продолжаем. Вы наверняка заметили, что у данной модели очень много отслоек по боковым сторонам. Почему такое происходит? Потому что ноготь скручивается, отходит от искусственного материала и, соответственно, появляется воздух. Так вот, наша задача убрать все эти воздушные пустоты, для того, чтобы новое покрытие вновь не отслаивалось. И мы подготавливаем ногтевую пластину. Кутикула плотная, жирная, поэтому будем выполнять комби-маникюр. Предварительно шлифую поверхность, сглаживая переход от искусственного материала к натуральному ногтю. Где-то прохожусь пилочкой, а где-то бафиком. Я наклеила на металлическую основу с одной стороны именно файл для опила, а с другой стороны баф, где логотип Сакрамел. Все, и теперь поверхность ровная, и в таком случае у нас не будет отслоек. На самом деле у меня были сомнения по поводу вот этого указательного, вообще оставлять свободный край или нет, потому что можно было его полностью убрать и нарастить ноготь заново, но мне хотелось вам показать именно, как убрать отслойки, что оставить в таком случае, да и вообще как правильно сработать. То есть смотрите, можно и так, различными способами, как вам удобнее. А мы приподнимаем кутикулу, убираю птериги. У модели достаточно глубокий подкутикульный карман и широкая кутикула, поэтому после среза еще раз прохожусь насадкой, уже для более чистого и глубокого кармана. Кстати, берите этот лайфхак на заметку, потому что действительно получается гораздо чище. Но я выполняю это действие не всегда, если честно, только в тех случаях, когда глубоко было невозможно подлезть, тогда лучше это сделать после среза. Это такая особенность данного типа кутикулы. Ты ее срезал, потом еще что-то появилось, потом опять срезал, что-то появилось. Да, вот вроде с первого взгляда она такая простая, ну, не какая-то проблемная, но вот внутри много всего. И если оставить птериги, то понятно, что в дальнейшем будут затеки. Кутикулу пыталась зашлифовать при помощи пламени, но все равно некоторые участки не срезались, поэтому взяла насадку шар с красным абразивом. Ведь часто у мастеров появляются проблемы с отслойками именно из-за нечистого маникюра, из-за остатков пыли под кутикулой. Ну, конечно, причин может быть множество, масса, но существенная проблема может возникнуть
при наличии этого самого птеригия полупрозрачной пленочки, которая едва заметна, либо при наличии склеек. Поэтому таким образом тщательно выполнила маникюр. А вы уже слышали, 18 сентября пройдет грандиозное событие для нейл-мастеров. Nail Блеск – масштабное мероприятие от школы Сакрамел, куда я вас приглашаю и буду с радостью ждать. Подробнее о мероприятии вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании, либо посмотрев мой недавний ролик на канале. Подготовили ногти к покрытию, нанесли базу и примеряю верхние формы. Это действительно быстрый способ для того, чтобы сделать четкий квадрат. Опять-таки, способы бывают различными. У меня на канале вы найдете и другие видео, где мы восстанавливаем ногти при помощи акригеля, при помощи геля-желе, при помощи геля из одной баночки. Полностью вся работа. Вот в этот раз мы решили сработать гелем для того, чтобы практически не было никакого перехода в зоне кутикулы. Я устанавливаю формы прямо в стык. Делаю аккуратно, чтобы не было каких-либо затеков. И в целом все получается аккуратно. Если приноровиться, понятно, что с первого дела идеально не получится, если приноровиться, приспособиться, отработать технику, то поверьте, это получается очень быстро. Самое главное – это правильный подбор верхних форм, чтобы они не были маленькие, иначе будут приподниматься, не будет хватать материала по боковым стенкам и получится ступеньки по точкам роста. Вот смотрите, какие классные основы получаются. Теперь необходимо только лишь опилить. Сначала убираю лишнюю длину той же насадкой, которая выполняла снятие. И еще во время опила увидела пузырики, потому что перед использованием перемешивала гель апельсиновой палочкой, и все-таки, видите, какие-то пузырики попались. Поэтому носиком их выпиливаю и затем смогу достроить. И первый этап четкого квадрата – это опил свободного края. Располагаю пилку перпендикулярно свободному краю, опиливаю в две стороны. Тут важно не раскачивать пилочку. Опиливаю боковые стенки. Они должны быть параллельными друг другу, не сильно заужаться, хотя тут я делаю слегка на заужение. Наверняка вы обратили внимание, что верхние формы я взяла балерина, а не квадрат, чтобы слегка заузить боковые стороны. И только затем мы кладем палец на бок и опиливаем ровные нижние параллели. Особенно при моделировании на верхней формы что-то затекает под ногтевую пластину, вот нужно это выпилить и убрать. При необходимости где-то наплывы тоже мы можем сгладить пилкой. Ну и, конечно, не забываем про изнанки. Сначала смотрю в торец и выпиливаю нужную мне толщину. Она будет около 1 мм. Поверьте, этого достаточно для того, чтобы ногти отлично носились, так как это твердый материал. Это не гель-лак, он не будет таким образом изгибаться. И затем уже переворачиваю палец и выпиливаю предыдущий материал, также натуральный ноготь. Модель жаловалась на то, что натуральная ногтевая пластина отходит с внутренней части, ее это раздражает, как-то цепляется, туда попадает грязь, и она просила вот помочь что-то сделать с этим моментом. Поэтому впоследствии мы поправим эту ситуацию, ну а пока закладываю дырочки после пузырьков. И в завершении прохожусь по поверхности мягким бафом. Так как у нас будет дизайн, мне нужна ровная поверхность. И слегка прохожусь по граням свободного края, чтобы ноготь был не таким острым, тоже можете взять на заметку. То есть, по сути, сейчас форма четкая, четкие углы, но они не цепляются. Ну и мы переходим с вами к дизайну. Это будет абстракция. Взяла вот такой красивый голубо-фиолетовый оттенок и выполняю хаотичные линии. Они у нас будут разными на всех ногтях. Стараюсь заполнить сразу в один слой. На самом деле такие хаотичные линии даже быстрее рисуются, нежели чем четкий френч. Поэтому тоже можно предлагать клиентам. Ну и теперь мы решили перекрыть матовым топом. Ох, как я давно уже им не работала. И, кстати говоря, это мой любимый от Капус, потому что он без липкого слоя. Нанес, и все, уже классный эффект. Единственное, что он очень сильно жжет при полимеризации, как и многие другие матовые, так как у них много фотоинициаторов. Поэтому предупреждайте клиента, чтобы он доставал руку. И теперь запечатываем изнутри свободный край при помощи этого же топа. Все, мы, получается, часть ногтя выпилили и перекрыли матовым. Теперь у нее ничего не будет там отслаиваться и не появятся вот эти боковые отслойки, которые изначально
испортили, и внешний вид ногтя, за счет чего появились трещины. Ну и теперь добавим еще больше красоты. У нас будет втирка по густому топу. У меня это топ от Имень, именно густой. Он удобен для таких 3D дизайнов. Смотрите, как отлично по нему втирается втирка и получается рельеф. Одну полоску я рисую более толстой и объемной, более выпуклой, а другую более тоненькой, дублирующую. После этого прохожусь жидким топом, чтобы сделать это быстрее. Но я вам могу сказать так, что я впоследствии пожалела, что использовала жидкий, потому что он растекался и кое-где вышел за границы наших линий. Так издалека это сильно незаметно, но если присматриваться, будет видно. Поэтому лучше было бы перекрыть все-таки густым топом. Да, это заняло бы больше времени, но эффект был бы другой. Наш результат. Как вам преображение? Понравилось? Поставьте пальчик вверх. Также смотрите на канале видео, как сделать четкий квадрат на натуральных ногтях с гель-лаком. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!